Сериал «Бункер» — это антиутопия о мире, где правда стала самым опасным преступлением, а любопытство — угрозой для выживания тысяч людей. Сериал основан на одноименной серии романов Хью Хауи и вдохновлен сразу несколькими классическими антиутопиями. Однако, несмотря на очевидные параллели с этими произведениями, история ощущается свежо, предлагая собственный взгляд на природу власти, контроля и человеческого любопытства. В этом видео мы постараемся докопаться до самой сути, зачем на самом деле были построены эти бункеры и зачем было превращать планету в безжизненную пустыню. При разборе я буду опираться как на книжный первоисточник, так и на сериал, который уже раскрыл многие тайны, однако в некоторых деталях значительно отошел от оригинала. В конце второго сезона мы узнаем из короткого флешбека предысторию катастрофы. Нам показывают молодого и амбициозного политика по имени Дэниел, который встречается в кафе с журналисткой Хелен. Она расследует правительственный заговор, связанный с недавним ядерным терактом в Новом Орлеане. Во время разговора Дэниел вскользь упоминает, что является конгрессменом 15-го округа Джорджии. На сегодняшний день в штате Джорджия существует пока 14 избирательных округов, так что события происходят в недалеком будущем, вероятно всего в 2040 году. В оригинальных книгах Хью Хауи этого персонажа зовут Дональд Кин, и в отличие от сериала, где он показан конгрессменом, только что победившим на выборах, его главная мотивация — сделать мир лучше, а позже любой ценой сохранить его целостность. Однако его бывший наставник, влиятельный сенатор Турман, цинично использует амбиции и архитектурное прошлое Дональда, поручив ему проектирование огромного подземного склада под спецобъекты. Мир в этот момент стоял на пороге полного уничтожения. Старый порядок трещал по швам, и нормы и институты уже не работали. В новой серии третьего сезона мы, наконец, получаем ответы на вопросы, которых мы ждали с самого начала. В этой сюжетной линии из прошлого нам показывают сестру Дэниела, Шарлотту Кин, пилота военно-морских сил. Во время конфликта с Ираном ее эскадрилья отправляется на секретную миссию в горы Туркменистана, но на высоте 50 тысяч футов самолеты сталкиваются с загадочной аномалией, и приборные панели буквально затягивает жуткая черная губчатая масса. Скорее всего, это нанороботы. В оригинале прямо говорится, что именно они стали началом конца. По книгам Хью Хауи их создавали как медицинскую технологию будущего. Эти наномашины могли проникать в организм человека и уничтожать любые болезни. Но если изменить их программу, они превращались в идеальное оружие, которое уничтожает все вокруг. Понимая всю серьезность ситуации, американская верхушка решает уничтожить мир первой, чтобы спасти хотя бы небольшую группу людей в строго контролируемых условиях. Система бункеров была одновременно чудовищной и гениальной. С одной стороны, ее создатели сознательно остановили развитие цивилизации, превратив знания, историю и свободу в угрозу. С другой, они построили почти безупречную систему, где каждый человек, каждый закон и каждый механизм были подчинены одной единственной цели — сохранить человечество любой ценой. Создатели бункера понимали простую истину: каждая система начинает рушиться в тот момент, когда люди видят всю картину целиком. Именно поэтому жителей намеренно лишили истории, культуры и большей части знаний о прошлом. Каждый получал лишь ту информацию, которая была необходима для выполнения его работы и поддержания жизни бункера. Хотя бункер и состоял со 140 этажей, условно его можно разделить на 3 большие зоны. Верхние уровни – администрация, IT, медицина и служба безопасности. Средние – жилые кварталы, школы, фермы, склады и производственные мастерские. Нижние – механика, где располагался генератор, насосные станции, системы очистки воды и воздуха, а также инженеры и переработка и очистка отходов. В результате каждый житель видел лишь небольшой фрагмент огромной системы. Никто не понимал, как она устроена целиком, но при этом все зависели друг от друга. Это позволило сохранить порядок. Однако создатели бункеров были прагматиками и прекрасно понимали человеческую природу. Они предусмотрели любые восстания и бунты против системы.
Именно поэтому был создан IT-отдел, который следовал протоколам, заложенным создателями, и был обязан подавлять мятежи еще до их начала. Весь бункер был скрытно оснащен камерами наблюдения и прослушкой. Специальные алгоритмы IT-департамента круглосуточно анализировали поведение людей, выявляя потенциально опасных революционеров, пассионариев и просто излишне любопытных граждан. Как только человек становился угрозой для системы, его отправляли на очистку. Выход на поверхность была показательной казнью и жестким уроком для каждого, кто посмеет сомневаться в правилах. Но даже такая система не была идеальной. Иногда бунты выходили из-под контроля, и тогда погибал целый бункер. Для создателей проекта это не было катастрофой. Они воспринимали такие укрытия как неудачные эксперименты и просто начинали все заново. Согласно книжному канону, после того, как наномашины уничтожали население, бункер очищали, ремонтировали и заселяли новой группой людей. Именно так произошло с бункером номер 12. Его жители прокопали тоннель и обнаружили соседние укрытия. Нарушение главного правила сделало дальнейший эксперимент бессмысленным, поэтому население уничтожили, а бункер подготовили к новому циклу. А вот бункеру номер 17, куда позже попадет Джульетта, повезло гораздо меньше. Во время восстания жители взорвали мост, соединявший механику с делом, затопили нижние этажи, уничтожили насосы и вывели из строя главный генератор. После этого тысячи людей вышли наружу, где погибли от наномашин. В отличие от 12-го, 17-й бункер решили не восстанавливать. В бункере номер 1 посчитали, что повреждения слишком масштабны, и эксперимент признали окончательно провалившимся. Бункер номер 1 является центром управления всем проектом. Именно отсюда операторы следят за остальными укрытиями, и если эксперимент выходил из-под контроля, операторы принимали решение о его завершении. Чтобы сами операторы не сломались под тяжестью собственной работы, для них существовала особая система. После каждой смены и перед погружением в криосон они принимали препараты, стиравшие значительную часть воспоминаний. Это было неким разделением, чтобы разделить работу и личную жизнь. Однако финал второго сезона заставляет посмотреть на всю систему под другим углом. Когда Лукас попадает на секретный уровень, становится очевидно, что многие процессы давно работают автоматически. Я считаю, что системой уже давно управляет искусственный интеллект. Именно он следит за соблюдением протоколов, контролирует работу операторов и не позволяет никому отклониться от плана, заложенного сотни лет назад. На мой взгляд, это выглядит гораздо логичнее, чем полностью доверить судьбу проекта людям. Какими бы преданными они ни были, человек всегда остается человеком, со своими эмоциями, амбициями и способностью ошибаться. Финальной стадией всего эксперимента должен был стать день посадки, момент, ради которого проект существовал почти 500 лет. На протяжении всего этого времени переменной были люди, а константой — сама система. Создателей интересовало не выживание отдельных поколений, а проверка того, сможет ли искусственно созданное общество сохранить стабильность на протяжении веков. В назначенный день нанороботы, которые все эти столетия поддерживали смертельно опасную среду на поверхности, должны были прекратить свою работу. Токсичная атмосфера рассеивалась, а Земля снова становилась пригодной для жизни. После этого жители бункера номер 1 должны были выйти на поверхность. Перед ними оказался бы мир, очищенный от прошлого и готовый к новой истории. Но главным результатом эксперимента были не сами люди, а общество, которое удалось сформировать. За 5 веков почти исчезли знания о старом мире. Новые поколения не знали причин катастрофы, прежних государств, технологий и войн. Они выросли в системе, где порядок всегда ставился выше свободы, а выполнение правил выше желания задавать вопросы. Однако создатели проекта допустили одну фундаментальную ошибку. Они попытались просчитать поведение целого общества, забыв, что невозможно просчитать каждого отдельного человека. Как говорил Айзек Азимов, поведение больших масс людей подчиняется закономерностям, но отдельный человек способен нарушить любой прогноз. Именно такой личностью и стала Джульетта Николс, человек, которого система не смогла предусмотреть. Она превратилась в тот самый фактор, способный разрушить эксперимент, который считался идеальным почти 500 лет. Вот такая система была создана. Чудовищная, безупречно проектированная и в то же время хрупкая, где всего одна ошибка и один единственный человек могут запустить цепочку событий, способную похоронить даже самый продуманный 500-летний эксперимент.
В этом видео я намеренно не говорил про главную героиню Джульетту Николс, потому что ее история и борьба с системой достойны отдельного, нового разбора. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы вы продолжение этой темы и детального разбора ее линии. А еще, что вы в целом думаете о сериале «Бункер» и как вам начало нового сезона? Пишите свое мнение, делитесь теориями и тем, чего я, возможно, не заметил. Всем пока!